Убийцы не появляются из темноты с длинными зубами и слюной, стекающей из подбородка. Они живут среди нас и чаще всего не то чтобы абсолютно не отличаются от окружающих, а наоборот, могут казаться милейшими людьми. Именно таким человеком был Тед Банди. На первый взгляд, это был харизматичный, обаятельный, невероятно талантливый, умный и одаренный красавец родом из Берлингтона, штат Вермонт. Но, как выяснилось позже, под личиной обаятельного Дон Жуана скрывался садист и социопат, который получал удовольствие от боли жертвы и ощущения власти в момент ее смерти и даже после. На его счету 20 доказанных жертв, из которых последней стала девочка 12 лет. По словам самого Банди, жертв было 36. По некоторым предположениям, их более 100. Все это были молодые и красивые девушки, которым, как говорится, еще жить и жить. Еще история данного упыря примечательна тем, что он умело водил за нос всех, кто его окружал. Чего уж говорить про простых, юных и наивных девушек, когда его фанатами становились некоторые присяжные и даже судья. Но это далеко не все примечательные случаи из этого дела. Например, находясь под следствием по обвинению в жестоких убийствах и изнасилованиях, он дважды смог сбежать из-под стражи. Причем один раз прямо из зала суда. Второй его побег уже из тюремной камеры, про который я обязательно расскажу далее в этом видео, впоследствии вообще закончился кровавым кошмаром, достойным того, чтобы по его мотивам сняли жесточайший фильм ужасов. Само же дело о его преступлениях стало невероятно популярным в США на тот момент времени. Неудивительно, что настолько медийный случай оставил мощный след в индустрии музыки и кино. Песен, которые имеют отношение к персоне Теда Банди, наберется больше 20. В киноиндустрии имя данного персонажа также упоминалось очень часто. В этом видео была использована информация из 2 документальных фильмов, а именно «Беседы с убийцей. Записи Теда Банди» от Netflix 2019 года и «Тед Банди влюбится в убийцу» от Amazon 2020 года. К документалке от Netflix у меня имеются некоторые вопросы, касаемо как минимум одного из показанных там эпизодов, про который я расскажу далее в этом видео. Также мне запомнился художественный фильм «Красивый, плохой, злой» 2019 года выпуска с Заком Эфроном в главной роли, который очень хорошо попал в образ. Сам фильм получился очень интересным, но стоит отметить, что любители кровищи, жестокости и расчлененки будут разочарованы. В этой кинокартине в основном показана та часть истории Банди, в которой он весьма успешно морочил голову служителям закона и окружающим его людям. Также личность Банди была использована при создании образов таких вымышленных маньяков, как Ганнибал Лектор и Буффало Билл из «Молчания ягнят», Патрик Бейтман из «Американского психопата», Теодор Багвелл из сериала «Побег» 2005 года и Пол Спектор из сериала «Крах». В целом, история данного маньяка пестрит разнообразной противоречивой информацией и большим количеством несостыковок. Чуть позже я укажу на одну из тех, что я нашел, пока изучал материал для этого видео. Банди был невероятно хитрым, методичным, аккуратным и дальновидным преступником. Он обладал обширными знаниями методов криминалистики, которые получил примерно за год до того, как начал свою крайне жестокую серию убийств. В то время он работал на комиссию по преступности Сиэтла. Занимался он именно преступлениями против женщин и чаще всего делами об изнасилованиях. Таким образом, он получил доступ к огромному количеству материалов по подобным преступлениям. Будучи человеком умным и сообразительным, он быстро понял, какие мероприятия полицейские совершали, имея дело с такими случаями, а какие нет. Также надо учитывать, что в то время методы поиска и слаженность работы между различными отделами полициями и юрисдикциями находилась на очень низком уровне. Еще невероятно хитрый маньяк изучал различные секты. Делал он это для того, чтобы пустить детективов по ложному пути во время расследования. Он совершал некоторые убийства с определенными временными интервалами, а именно 2 убийства с интервалом 23 дня, а затем еще 2 с интервалом 36 дней, и так по кругу. Таким образом, он хотел связать их с различными оккультными календарями. Он успел убить около 20 девушек на тот момент, когда полиции стало ясно, что все эти убийства совершил один и тот же преступник. Для того, чтобы издавать как можно меньше шума в момент совершения преступления, в качестве орудия убийств он выбирал бесшумные инструменты. Например, он мог забить свою жертву небольшим ломом или поленом, или вообще просто задушить ее.
Огнестрельное оружие он никогда не применял в силу того, что его использование очень сильно повышало шансы на обнаружение, и оно оставляло очень значимые следы в местах преступлений. А Банди вел себя в этих местах очень осмотрительно и аккуратно. Он не оставлял после себя никаких значимых улик, которые могли бы привести к его поимке. Так что о том, чтобы на месте преступления были найдены его отпечатки пальцев, не шло никакой речи. Экспертиза ДНК в те времена в криминалистике еще не применялась. Также стоит отметить, что у Банди была кое-какая специфическая особенность во внешности. На разных фотографиях он выглядел совершенно по-разному, что вводило в заблуждение людей, которые пытались его опознать. К тому же он выбрал себе одну из наиболее неприметных и распространенных моделей автомобилей того времени – Volkswagen Жук. В то время, когда полиция активно вела его поиски, только в одном штате Вашингтон было около 42 тысяч таких автомобилей. Для вхождения в доверие к жертвам он мог наложить на руку гипс или передвигаться на костылях с гипсом на ноге. В комбинации с очень привлекательным внешним видом это помогало ему с легкостью очаровывать наивных и доверчивых девушек, которые впоследствии становились его жертвами. Примерно такими же способами и пользовался Буффало Билл из «Молчания ягнят». Также Банди любил представляться своим жертвам полицейским или пожарным. Это тоже очень хорошо срабатывало. После изнасилования и убийства он раздевал девушек и сжигал их одежду, чтобы уничтожить улики. Есть информация о том, что он возвращался на места преступлений, чтобы переодеть своих жертв в другую одежду, накрасить им ногти и загримировать. А еще из некоторых источников нам известно о том, что он любил повторно вступать в связь с уже покойными жертвами. Что именно послужило тому, что этот обаятельный, харизматичный молодой человек превратился в кровожадного маньяка и садиста, доподлинно неизвестно. Данные о его детстве и юности разнятся. Известно, что он родился в приюте для матерей-одиночек. Личность его биологического отца не была установлена. Детство он провел в доме своих дедушки и бабушки Сэмюэля и Элеоноры Коуэллов. Они выдавали Теда за своего сына, так как рождение внебрачного ребенка в те времена подвергалось общественному порицанию, и таких детей, не особо заморачиваясь, часто называли ублюдками. Также существует неподтвержденное предположение о том, что биологическим отцом Банди на самом деле является его родной дед. Когда Тед узнал правду о том, что Сэмюэль и Элеонора – это его дедушка и бабушка, а не мать и отец, он на всю жизнь затаил обиду на свою родную мать, потому что она скрыла от него правду. Еще есть сведения о том, что в детстве у него были серьезные проблемы с речью, из-за чего он часто подвергался насмешкам и издевательствам со стороны своих сверстников. В 1967 году он начал встречаться со своей первой девушкой, известной под несколькими псевдонимами, самый распространенный из которых – Стефани Брукс. В документальном фильме «Беседы с убийцей» записи Теда Банди 2019 года было указано, что имя этой девушки было Дайан Марджери Джин Эдвардс. Сразу скажу, за достоверность информации из данной документалки от Netflix я полностью ручаться не могу, потому что нашел в ней довольно значимое отличие от большинства других источников информации касаемо этой девушки, о чем я более подробно расскажу буквально через пару минут. Именно поэтому в дальнейшем я буду называть ее не Дайан, а Стефани Брукс, так же, как ее называют в остальных источниках. Тед очень сильно хотел принадлежать к сливкам общества, к которым принадлежала и его возлюбленная. Вполне вероятно, что он хотел повысить свой статус за счет отношений с девушкой из богатых слоев населения. Свершиться этому, однако, было не суждено, так как их отношения продлились совсем недолго, всего около 1 года. Она бросила его и вернулась к семье в Калифорнию. Причиной разрыва, по ее словам, стали незрелость Теда и отсутствие у него амбиций. Это расставание для Банди было очень болезненным. В тот момент в душе у Теда зародилось желание отомстить бросившей его девушке, которая, по его словам, впоследствии сменилась пустотой. В 1969 году он вернулся в Вашингтон, где встретил Элизабет Клёпфер, ныне более известную под псевдонимом Лиз Кендалл. Их бурный и весьма нестабильный роман продлился до того, как Банди был арестован в 1976 году.
Именно она впоследствии сообщила полиции про странное поведение Теда в то время, когда те вели активные поиски жестокого маньяка. В некоторых источниках есть сведения о том, что во время деловой поездки в Калифорнию, примерно в 1973 году, он снова встретил свою первую девушку Стефани Брукс и возобновил с ней отношения. Она была приятно удивлена тому, как Тед преобразился. Он стал профессионалом, который, казалось, стоит на пороге успешной политической и юридической карьеры. В это же время он продолжал встречаться с Лиз Кендалл. Девушки не знали друг о друге. Банди ухаживал за Стефани до конца года, и она приняла его предложение руки и сердца. Однако 2 недели спустя, вскоре после нового 1974 года, он бесцеремонно бросил ее и перестал отвечать на ее телефонные звонки. Через несколько недель после этого разрыва Банди начал свою кровавую серию убийств в штате Вашингтон. Именно здесь я обнаружил серьезную несостыковку в некоторых данных. В большинстве источников информации, в том числе и англоязычных, упоминается та хронология событий, про которую я только что сказал. Но в документальном фильме 2019 года «Беседы с убийцей» записи Теда Банди хронология была другой. По версии из этого фильма, Стефани Брукс бросила Теда не в конце 60-х годов, а в 1973, в то время, когда он не смог поступить ни в один маломальски престижный вуз. И именно после этого началась серия его жутких преступлений. Посмею предположить, что в документалке от Netflix есть кое-какие ошибки и несостыковки, хотя вполне возможно, это я что-то понял не так. Знатоки, если такие имеются, прошу в комментарии. Со Стефани Брукс связана еще одна теория, которую в своей книге выдвинула Энн Рул, одна из биографов, писавших о Банди. Она отметила, что все его жертвы имели внешнее сходство со Стефани. Таким образом, обида за то, что Брукс его бросила, могла стать мотивирующим фактором для Банди при совершении всех его убийств. Сам Тед отклонил эту гипотезу. 4 ноября 1974 года в университетском районе Сиэтла он пробрался в комнату на цокольном этаже, где спала 18-летняя Карен Спаркс, местная студентка. Он разбил ей голову стойкой от кровати, после чего вбил эту же стойку ей во влагалище. Сделал он это с такой жестокостью и остервенением, что разорвал девушке мочевой пузырь. Карен получила необратимое повреждение головного мозга, но выжила и очнулась спустя 10 дней после нападения. Она ничего не помнила о произошедших событиях. Менее чем через месяц он проник в дом всего в 2 кварталах от дома Карен Спаркс, который снимали другие студентки Линда Энн Хилли и 4 ее подруги. Комната Линды тоже находилась на цокольном этаже дома. Сначала он заткнул ей рот кляпом, связал и избил. После этого раздел ее и, как он сам выразился, совершил с девушкой некоторые действия сексуального характера, после чего натянул ей на голову наволочку, завернул в простыню и унес ее в неизвестном направлении. 14 июля 1974 года он смог похитить сразу 2 девушек среди бела дня прямо с пляжа в Парк Лейкс Мамиш, который был переполнен людьми. К тому времени все жители этой местности знали о том, что здесь пропадали девушки, и, соответственно, многие люди были насторожены. Тем не менее, Банди все равно удалось воплотить свой жестокий замысел в реальность. Он притворился, будто у него сломана рука, и попросил о помощи привлекательную 23-летнюю блондинку Дженис Энн Отт. Затем, примерно через 4 часа, на эту же удочку клюнула наивная 18-летняя Денис Насланд. Ему якобы была нужна помощь при погрузке парусной лодки в его машину. Живыми девушек никто больше не видел. Вскоре после этих похищений листовки с его фотороботом и описанием его машины разослали по Сиэтлу и прилегающим к нему областям. Также его фоторобот был показан в прессе и по телевидению. Его девушка Лиз Кендалл сообщила о нем в полицию сразу после того, как увидела фоторобот. Это произошло примерно в июле или августе 1974 года. На тот момент детективы получали примерно по 200 сообщений в день и не обратили никакого внимания на студента-юриста, у которого не было судимостей. В августе 1974 года Банди поступил в университет Юты на юриста и переехал в Солт-Лейк-Сити, оставив Лиз Кендалл в Сиэтле. В ноябре того же года Лиз узнала из газет о том, что в городах недалеко от Солт-Лейк-Сити пропадают молодые женщины. Она снова позвонила в полицию, но на этот раз ее расспросили более подробно.
Хоть после этого у полиции и появились поводы подозревать Теда в этих убийствах, свидетели с озера Самамиш, которых полиция считала самыми надежными, не опознали его по фото. Хоть Тед и был внесен в список подозреваемых, серьезных улик, связывающих его с убийствами, не было. 8 ноября 1974 года в Мюррее, пригороде Солт-Лейк-Сити, от него едва спаслась 18-летняя Кэрол Даронч. Вечером она решила посетить местный торговый центр. Тед представился ей офицером Роузлендом и сказал, что кто-то попытался проникнуть в ее машину. Он смог ее убедить поехать с ним в полицейский участок, чтобы написать заявление. Ее насторожило то, что офицер передвигался не на служебной машине, а на старом «Фольксвагене». Когда она попросила его показать жетон, Банди только покрутил перед ее лицом своим бумажником. Несмотря на всю подозрительность ситуации, девушка допустила вариант того, что он может быть под прикрытием, и села к нему в машину. Банди довольно резко рванул с места и поехал совсем не в полицейский участок. После того, как он остановился, девушка тут же попыталась сбежать, но он успел поймать ее за руку и надел на нее наручники, но смог застегнуть их только на правой руке. Кэрол дала ему очень яростный отпор. Сначала она смогла выбраться из машины, а затем у нее получилось очень сильно ударить Банди ногой в пах. После того, как маньяк получил этот, скажем так, критический удар, Кэрол удалось вырваться, и она побежала навстречу проезжающей мимо машине. 6 мая 1975 года Банди заманил к себе в машину одну из своих самых юных жертв. Это была 12-летняя Линнет Калвер. Девочка возвращалась домой из школы. Маньяк увез ее в мотель, где сначала изнасиловал ее, после чего утопил в ванне. Ее тело он сбросил в реку Снейк. Впервые Банди арестовали в августе 1975 года за то, что он не остановился по приказу полицейского во время движения на автомобиле. В его машине были обнаружены лыжная маска, маска из колготок, лом, мешки для мусора, веревки, наручники, ледоруб и другие предметы, которые сами по себе в отдельности не являются чем-то из ряда вон выходящим, но вместе этот джентльменский набор может вызвать определенное подозрение. Детектив Джерри Томпсон вспомнил, что похожего человека и машину разыскивают за похищение Кэрол Даронч, а также вспомнил имя Теда Банди, которое назвала Лиз Кендалл. Тем не менее, его выпустили под залог из-за того, что при обыске в его квартире не было найдено никаких серьезных улик. За Банди было установлено круглосуточное наблюдение. Детективы, которые вели это дело, отправились в Сиэтл для того, чтобы подробно допросить Лиз Кендалл. Она рассказала им, что заявила о нем в полицию из-за того, что он странно себя вел, и она обнаружила у него много странных вещей. А именно, мешок с женской одеждой, мешок гипса, мясницкий нож, которым Тед никогда не пользовался в ее присутствии, и хирургические перчатки. Также было установлено, что Банди не ночевал дома вместе с Лиз, когда пропадали его жертвы. В итоге он был обвинен в попытке похищения Кэрол Даронч, но освобожден под залог. Вскоре детективы из различных отделов полиции, занимающихся его делом, наконец-то начали обмениваться информацией и работать сообща. Они смогли собрать достаточно улик для того, чтобы 23 февраля 1976 года Банди снова предстал перед судом за похищение Кэрол Даронч. Он был признан виновным и был приговорен к 15 годам лишения свободы. 7 июня 1977 года его привезли из тюрьмы в суд округа Питкин для проведения предварительного слушания. Так как он решил защищать себя сам, на него не стали надевать наручники. Там во время перерыва он попросил позволить ему изучить кое-какие материалы по своему делу в библиотеке суда, на что получил разрешение. Воспользовавшись моментом, когда охрана отвлеклась, он выпрыгнул из окна второго этажа и скрылся. Он смог покинуть город и несколько дней жил в охотничьей хижине, которую обнаружил в лесу неподалеку. Всего он пробыл в бегах около 1 недели, после чего полицейские задержали его на угнанном автомобиле. Некоторое время спустя Банди решил сбежать еще раз. Он раздобыл лезвие от ножовки и собрал $500 наличными для предстоящих во время побега расходов. Тед проделал небольшую дыру в потолке своей камеры. К тому моменту он очень сильно похудел и смог в нее пролезть. Перед тем, как вылезти из камеры, он сложил на кровати большое количество книг и документов, накрыв их одеялом, таким образом создав видимость того, что он находится в камере. Затем он проник в апартаменты начальника тюрьмы, которые находились в том же здании, переоделся в его одежду и вышел через парадную дверь. Его пропажу обнаружили только 17 часов спустя, когда он был уже в Чикаго.
Туда он добрался на самолете, но на этом его путешествие не закончилось. В этот раз он смог убежать очень далеко. На различных видах транспорта он в итоге добрался аж до Таллахасси, штат Флорида. Таким образом, он преодолел без малого 3000 километров. Во Флориде он планировал залечь на дно и не привлекать к себе внимания полиции. С убийствами он также хотел завязать. Тем не менее, все сложилось не так, как ему хотелось. Он не смог найти работу, так как для того, чтобы трудоустроиться, ему было необходимо предъявить удостоверение личности. Из-за отсутствия денег он начал вырывать еду из магазинов, а также бумажники у других посетителей. Затем, ночью 15 января, этот нелюдь ушел в полный отрыв. То, что он сотворил в общежитии университета штата Флорида, вполне может конкурировать со сценами из самых жестоких фильмов ужасов. Он жестоко избил поленом Маргарет Боуман, после чего раздел ее догола и задушил девушку ее же колготками. Затем, тем же самым поленом он избил Лизу Леви. Он откусил ее сосок, сильно укусил за ягодицу, изнасиловал, в том числе флаконом спрея для волос, и также задушил ее колготками. Затем он напал на Кэти Клейнер. Ей он проломил череп, сломал челюсть, сильно повредил плечо. Карен Чандлер он разбил голову, сломал челюсть, выбил зубы и раздробил палец. Все это произошло примерно за 15 минут. Никто из соседей ничего не слышал. Затем в нескольких кварталах от общежития он проник в дом, который снимали 3 студентки. Там он избил спящую студентку Шерил Томас. Ей он проломил череп, вывихнул плечо и сломал челюсть. В живых она осталась только из-за того, что ее соседки услышали шум. Это спугнуло Банди, и он сбежал через окно. Шерил мечтала стать танцовщицей, но из-за этого зверского нападения она частично потеряла слух и получила повреждение вестибулярного аппарата, из-за чего на этой мечте ей пришлось поставить крест. Некоторое время спустя, по воле злого случая, этот изверг встретил 12-летнюю Кимберли Дайан Лич. Преподаватель отпустил ее домой за забытым кошельком. Ее иссохшие останки были обнаружены 7 недель спустя в свинарнике в 56 километрах от места похищения. Вскоре Банди снова был задержан. Его остановили на угнанном автомобиле. Затем ему было предъявлено обвинение за убийство и нападение в общежитии Флоридского университета. Из-за масштаба и невероятной жестокости его последних преступлений к этому судебному процессу было привлечено огромное внимание во всем мире. Эти события освещались более чем 250 журналистами со всего мира. Также это был первый суд, который показывали по телевидению на всей территории США. 10 февраля 1980 года Банди приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Обвинение предоставило на тот момент очень серьезное доказательство его вины. Отпечатки зубов Банди совпадали со следами, оставленными на телах жертв. Судья Эдвард Ковард приговорил его к смертной казни на электрическом стуле. Напоследок он сказал ему такие слова: «Я считаю трагедией то, что такой умный молодой человек оказался на скамье подсудимых. Вы могли бы стать прекрасным адвокатом. Признаюсь, я был бы рад, если бы рядом со мной работал такой блестящий юрист, но вы выбрали другой путь». Благодаря своим знаниям в области юриспруденции Тед откладывал дату своей казни в течение почти 10 лет. В октябре 1984 года он предложил свою помощь в расследовании дела убийцы с Грин-Ривер. Это один из самых печально известных серийных убийц Америки, который убил как минимум 49 женщин и девушек. Банди составил очень хороший психологический портрет, но к нему никто не прислушался, и убийца еще 17 лет находился на свободе. Здесь можно понять, откуда в истории вымышленного маньяка Ганнибала Лектора появился схожий элемент в его биографии. Банди был казнен 24 января 1989 года на электрическом стуле. Во время казни толпа из примерно 2000 человек устроила праздник прямо напротив тюрьмы. Они пели, танцевали, запускали фейерверки и ликовали, когда катафалк увозил тело Банди из тюрьмы. Стоит отметить, что у Банди и по сей день есть огромное количество фанатов, а также фанаток. Лично я считаю таких людей не самыми адекватными представителями человеческой расы. Но что можно сказать о людях, которые на полном серьезе делают все татуировки в виде отпечатков зубов, которые этот нелюдь оставил на теле одной из своих жертв? На этом видео подошло к концу. Спасибо всем за просмотр. Поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение лайк или дизлайк. Подпишитесь на этот канал, на нашу группу в ВК и на Телеграм. Напишите в комментариях видео, на какую тему вы бы хотели увидеть на канале в будущем. Берегите себя и своих близких.
До новых встреч и всего вам хорошего.